18 июня 2020 года. Мюнхен. Офис компании Wirecard, которая готовится к публикации годового отчета. Всего 2 годами ранее компания вошла в главный биржевой индекс страны – DAX 30. Это основной показатель немецкой экономики. В него входят всего 30 крупнейших компаний Германии, среди которых, например, Volkswagen. Для инвесторов по всему миру включение в этот индекс является фактом надежности. Крупные инвестиционные фонды, в том числе пенсионные, покупают акции компаний из этого списка. Гарантом выступала одна из крупнейших аудиторских компаний Ernst & Young, или EY. На протяжении 10 лет их подпись стояла под отчетами Wirecard. Но в тот день EY отказалась ставить подпись. Причина? На балансе компании не хватало почти 2 миллиардов евро, хотя эти деньги якобы лежали на счетах в 2 банках на Филиппинах. После такой новости акции компании упали на 60% всего за несколько часов. Почти сразу после этого оба филиппинских банка официально заявили, что Wirecard никогда не была их клиентом, а документы, подтверждающие наличие миллиардов, подделка. Тогда все обратились к главному лицу Wirecard, Маркусу Брауну. Он во многом подражал Стиву Джобсу, на презентациях рассуждал о самообучающихся алгоритмах и заявлял, что Wirecard — это IT-платформа, а не обычный банк. Немецкая пресса называла компанию редкой историей успеха. Ангела Меркель лично рекламировала Wirecard Си Цзиньпиню, и крах такой структуры не мог быть результатом банальной ошибки. В тот же день, 18 июня, Wirecard выпускает официальный пресс-релиз, где компания прямо указывает на виновника – сторонний доверительный управляющий, филиппинский юрист по имени Марк Толентино. Именно он и банки-партнеры на Филиппинах предоставили аудиторам фальшивое подтверждение баланса. Затем Маркус Браун записывает видеообращение. На данный момент нельзя исключать, что Wirecard сама стала потерпевшей стороной в деле о мошенничестве значительного масштаба. Компания заявляет, что интенсивно работает над поиском средств и сотрудничает с властями. Расследование такого дела, очевидно, потребует месяцев работы и анализа сложных банковских систем. Но журналистка Стефания Пальма не стала ждать и сделала то, чего почему-то не сделали аудиторы EY. Она просто поехала по адресам. Одним из ключевых партнеров Wirecard была филиппинская компания PayEasy. На бумаге она генерировала для немцев более 50 миллионов евро прибыли в год. Адрес привел Стефанию на окраину Манилы, и вместо офиса она обнаружила автовокзал. Другой адрес привел в город Кабанатуан, где стоял обычный дом, во дворе которого стригли пуделя. Хозяином дома оказался отставной моряк. Он прожил здесь 50 лет и никогда не слышал ни о Wirecard, ни о миллиардах денег. Когда мы показали письмо, пришедшее на его адрес от Wirecard Bank, он просто пожал плечами. Прибыль в сотни миллионов евро генерировалась по адресу пенсионера, который стриг пуделя и не имел понятия, что он часть многомиллиардной схемы. И если бизнес был настолько очевидной фикцией, то кто и почему помогал поддерживать эту иллюзию в течение многих лет? Добро пожаловать на студию. Нам есть что рассказать. Важное уточнение. Весь сценарий построен на материалах уголовного дела, отчетах аудиторов, внутренних документах, а также многих других источниках, ссылки на которые вы найдете в описании. Огромная благодарность всем тем, кто поддерживает донатами. Механизм, на котором Wirecard строила свою азиатскую империю, назывался TPA – работа через сторонних партнеров. Wirecard объясняла, что в некоторых странах Азии и Ближнего Востока у компании нет собственных лицензий для обработки платежей, поэтому она нанимает местных подрядчиков. 3 ключевых партнера – Al-Alam в Дубае, Senja в Сингапуре и PayEasy на Филиппинах. Вот как это должно было работать в теории. PayEasy обрабатывает платежи для клиентов, берет свою комиссию, а все оставшиеся деньги переводит на счета Wirecard. На бумаге эта тройка генерировала почти всю прибыль компании. Например, в 2016 году транзакции на 4 миллиарда евро, прошедшие через этих партнеров, принесли Wirecard больше денег, чем все остальные транзакции на 62 миллиарда, которые компания обработала сама. Это было странно и теоретически невозможно. Но компания объясняла это маржинальностью и другими факторами. Однако, когда аудиторы из EY пытались проверить их счета, Wirecard выстраивала стену.
Они ссылались на законы о банковской тайне в Сингапуре и соглашение о конфиденциальности, утверждая, что не могут предоставить прямой доступ к первичным документам. Аудиторы были вынуждены принимать на веру лишь подтверждающие письма. Но чтобы эта схема с нарисованной прибылью не вызывала подозрений, ей нужно было придать видимость реальной, масштабной бизнес-деятельности. И лучший способ это сделать – совершать громкие, дорогие, настоящие покупки. В октябре 2015 года Wirecard объявила о покупке индийского платежного бизнеса Hermes iTickets за 340 миллионов евро. Для прессы это было громкой новостью. Hermes владела сетью из 100 тысяч киосков по всей Индии, которые занимались бронированием билетов и денежными переводами. Wirecard заявляла, что получает доступ к одному из самых перспективных рынков мира. Но есть один занимательный факт. Продавцом выступал некий фонд EMIF 1A, зарегистрированный на Маврикии. Это офшорная зона. Такие юрисдикции часто используют, чтобы скрыть реальных владельцев бизнеса за ширмой из юристов и номинальных директоров. 18 сентября 2015 года этот маврикийский фонд купил Hermes за 37 миллионов евро. А всего через пару недель, 27 октября, он перепродал тот же самый актив компании Wirecard уже за 340 миллионов. За 1,5 месяца стоимость бизнеса выросла почти в 10 раз. Не находите ничего странного? 300 миллионов евро реальных денег акционеров Wirecard ушли на счета офшорного фонда, чьих настоящих владельцев невозможно было отследить. Хотя позже следствие установит, что за этой структурой стояли люди, напрямую связанные с операционным директором Wirecard Яном Марсаликом. Это был механизм вывода средств. Компания использовала деньги инвесторов, чтобы купить актив у собственного руководства по завышенной в 10 раз цене. Реальные деньги превращались в раздутый, почти фиктивный актив на балансе, который создавал видимость роста компании, побуждал акции к росту, а разница от сделки оседала в карманах организаторов. Такие схемы заставляли задать один вопрос. Откуда у респектабельной технологической компании из индекса DAX появились такие методы? В 2002 году Wirecard была банкротом. Компанию спасла сделка с австрийским бизнесменом Пауэлем Бауэр-Шлихтенгролем, чей основной бизнес заключался в обработке платежей для сайтов с чувствительным контентом. В 2004 году почти половина транзакций Wirecard приходилась на онлайн-казино и сайты для взрослых. Для инвесторов этот бизнес маскировали под обтекаемым термином «цифровые товары». Но как проводить платежи за онлайн-покер, если банковские системы их блокируют? Wirecard использовала метод под названием мискодинг. Схема была простой. Каждая транзакция в банковской системе имеет код. Код азартные игры банки блокировали. Тогда Wirecard присваивала такому платежу код другого товара. Покупка фишек для покера по документам проходила как оплата букета цветов. Это стало фундаментом бизнес-модели. Но позже израильская прокуратура обвинила в мошенничестве и отмывании денег Дитмара Кнёхельмана, главу ирландской дочки Wirecard. Его судили именно за промышленное использование мискодинга. Руководство Wirecard в Мюнхене тогда публично отреклось от своего топ-менеджера, заявив, что ничего не знало о его махинациях. Но мискодинг, который прятал платеж за казино под видом цветов, это то же, что и схема с Hermes, которая позволяла выводить деньги через непрозрачных партнеров и надувать стоимость Wirecard как успешной компании. Просто масштаб вырос. И в целом компания Wirecard могла и дальше надувать свои акции и рисовать безоблачные прибыли. Ну а правда, кто будет проверять? Большинство участников – это обычные инвесторы. Их логика проста. Они покупают акции сегодня, рассчитывая, что компания будет расти, и завтра эти акции станут дороже. В этой модели всем выгодно верить в успех. Менеджеры получают бонусы за рост, инвесторы получают прибыль. Весь рынок доволен. Однако есть люди с противоположной задачей. Это шорт-селлеры или игроки на понижение. Они зарабатывают не на росте, а на падении. Технически это работает так. Шорт-селлер не покупает акции, он берет их в долг у брокера. Получив акции, он тут же продает их на бирже по текущей высокой цене. У него на руках оказываются живые деньги, но он остается должен брокеру сами акции. А расчет строится на том, что бизнес компании переоценен. Шорт-селлер ждет обвала. Когда цена падает, он идет на биржу, выкупает подешевевшие акции обратно за копейки, возвращает долг брокеру, а гигантскую разницу в цене кладет себе в карман. Эта механика создает для шорт-селлеров уникальные риски, которых нет у обычных инвесторов. Если обычный инвестор ошибается и компания банкротится, он теряет только те деньги, что вложил. Его убыток
ограничен. У шортселлера риск теоретически бесконечен. Если он поставил на падение, а акции выросли в 10 раз, то он все равно обязан выкупить их, чтобы вернуть долг. Он должен заплатить любую цену, даже если она разорит его полностью. Из-за этого риска шортселлеры не могут позволить себе верить на слово или надеяться на удачу. Им недостаточно красивых отчетов или заверений директоров. Чтобы заниматься такой деятельностью, им нужна стопроцентная уверенность в том, что актив – это надувательство. Поэтому они вынуждены проводить собственные расследования, искать первичные документы, проверять контрагентов и находить дыры в балансе, которые пропустили все остальные. 24 февраля 2016 года. Группа шортселлеров под названием Zatara Research опубликовала отчет, в котором полностью разобрала компанию Wirecard. Во главе группы Zatara стояли два частных трейдера – Фрейзер Перринг, бывший социальный работник, и Мэтью Эрл, математик. В центре их расследования была финансовая несостыковка 2010 года. Тогда платежная система Visa ввела жесткий запрет на обработку транзакций для высокорисковых клиентов, казино и другой чувствительный контент. Для Wirecard это был основной источник дохода. По законам рынка их выручка должна была рухнуть, но в отчетах Wirecard за 2010 год падения не было. Компания отчиталась о росте. Как это возможно? Для обхода ограничений Wirecard использовала британскую компанию-посредника Bluetool Limited. Через счета этой фирмы, зарегистрированные в жилом доме, Wirecard тайно перевела $70 миллионов на счета компании USAG24 во Флориде. Владельцем флоридской фирмы был Майкл Щут, человек, который занимался обработкой платежей для нелегального онлайн-покера в США. Используя Bluetool как посредника и подменяя коды транзакций, Wirecard продолжила обслуживать нелегальный бизнес, обманывая американские власти и саму систему Visa. На основании этого Zatara решила, что целевая цена акций Wirecard должна быть 0,0 евро. Аргумент был юридическим. Весь бизнес Wirecard зависел от лицензии Visa и MasterCard. Правило этих систем предусматривает немедленное и пожизненное отключение любого оператора, который скрывает природу платежей или обслуживает нелегальный рынок. Если Wirecard обманывала Visa, чтобы скрыть работу с Шутом, то ее бизнес не стоит ничего. Потому что в любой момент Visa может отозвать лицензию, и компания превратится в банкрота за один день. В день публикации отчета акции Wirecard упали на 25%. В ответ Маркус Браун нанял агентство Crowe. Это международная фирма, специализирующаяся на корпоративных расследованиях. Wirecard объявила о начале независимой проверки. Однако задачей Crowe стала не проверка бухгалтерии или связи с Bluetool. Они занялись расследованием деятельности авторов отчета. Сотрудники агентства собирали данные на аналитиков Zatara, пытаясь установить их связи с хедж-фондами. Используя факт найма известного агентства, Wirecard представила свою версию событий. Отчет Zatara – попытка манипуляций. Шортселлеры наговаривают на компанию, чтобы поживиться на падении акций. Аудиторы из EY подписали годовой отчет без замечаний. В результате акции компании не только вернулись к прежним значениям, но к 2018 году выросли в цене в 2 раза, достигнув пика в 190 евро. Весной 2018 года в Сингапуре в региональной штаб-квартире компании к главному юристу Паву Гилу обратилась сотрудница финансового отдела. На встрече она сообщила, что ее начальник, финансовый директор в Азии Эдо Курняаван, обучает подчиненных фальсификации отчетности. Прямо на доске в переговорной он рисовал схему круговых сделок. Она работала так. Деньги уходили со счетов банка Wirecard в Германии и поступали на баланс дочерней компании Wirecard Гонконг. Оттуда они переводились фиктивному внешнему клиенту, а затем возвращались в индийские подразделения компании GI Technology и ранее упомянутый Hermes. Для аудиторов эти деньги выглядели как законная выручка от клиентов. На деле это были собственные деньги Wirecard, прошедшие по кругу. Пав Гил привлек к делу своего коллегу Ройстона Нга, который до прихода в компанию работал прокурором. Вместе они инициировали внутреннее расследование Project Tiger и проанализировали 70 гигабайт переписки финансового отдела, где сотрудники пересылали друг другу файлы с логотипами сторонних компаний, чтобы вставлять их в поддельные документы задним числом. Гил направил отчет в Мюнхен на имя офицера по рискам и нормам Даниэля Штайнхофа. Он рассчитывал, что, получив доказательства уголовного преступления, головной офис немедленно уволит Курняавана и его команду. Но реакция была обратной. Операционный директор Ян Марсалик, курировавший Азию, лично вмешался в процесс и заблокировал выводы расследования. Эдо Курняаван остался на своем посту. В октябре 2018 года Паву Гилу поставили ультиматум – уволиться по собственному желанию или быть уволенным с особой отметкой. Он был вынужден уйти. Но компания боялась, что Гил слишком много знает.
Wirecard начала рассылать плохие рекомендации другим компаниям, а также инициировать подставные собеседования, где рекрутеры пытались выяснить, остались ли у него внутренние документы. Пав Гил был запуган, но компания недооценила его мать. Она написала анонимное письмо в Financial Times. Встреча с журналистами состоялась в Сингапуре. Пока они обедали в кафе, на ноутбук репортеров скачивались 70 гигабайт данных, которые Гил тайно скопировал перед увольнением. Человеком же, который получил данные, был журналист Дэн Макрам. Он занимался темой Wirecard 2015 года и был автором статей о первой атаке шортселлеров Zatara. Руководство компании считало его предвзятым и неоднократно обвиняло в связях с биржевыми спекулянтами. В декабре 2018 года Макрам подготовил материал на основе полученной утечки. Однако, согласно стандартам журналистики, он должен был отправить в Wirecard официальный запрос с просьбой прокомментировать цифры и название компании из внутренних документов. Здравствуй, Маркус. Здравствуй. Спасибо, что нашли время. Приятно, наконец, поговорить с вами. Я с нетерпением жду, когда вы меня прожарите. Превосходно. Что такое Wirecard? Появился новый термин «финтех». Я думаю, это очень хороший термин для описания того, чем мы занимаемся. Мы группа разработчиков программного обеспечения, интернет-компания, дочерней структурой которой является банк, а не наоборот. Итак, что касается приобретений в Азии, на которые я обратил внимание, то, как мне кажется, есть несколько вариантов того, что происходит в Wirecard. Первый заключается в том, что ваши счета неаккуратны. Второй заключается в том, что эти приобретения нужны для того, чтобы скрыть что-то. Чушь собачья. Извините, что говорю так открыто. Всегда есть люди, которые завидуют или переполнены эмоциями по какой-либо причине. Я абсолютно уверен, что вы разговаривали с кем-то подобным. Wirecard не ответила на вопросы по существу. Вместо этого компания наняла лондонскую юридическую фирму Shillings. Она специализируется на защите деловой репутации и предотвращении публикации через суд. Юристы Shillings направили в редакцию письма, в которых обвинили Financial Times в использовании украденных коммерческих секретов. Кроме того, они заявили, что Макрам координирует дату выхода статьи шортселлерами, чтобы обрушить курс акций. Это квалифицируется как манипулирование рынком, что является уголовным преступлением. Публикация расследования была остановлена. Чтобы оценить шансы, редакция Financial Times наняла королевского адвоката, высшего эксперта в британском праве. Заключение было таким. Если газета использует документы напрямую, Wirecard добьется немедленного судебного запрета. В этом случае расследование было бы заблокировано на месяцы. Чтобы обойти эту ловушку, Дэн Макрам был вынужден переписать материал и удалить из текста прямые ссылки на конфиденциальные файлы, сохранив при этом саму суть обвинений. На время этой работы Макрама изолировали в бункере, отдельном помещении на подземном этаже офиса. У ноутбука Макрама были физически удалены модули Wi-Fi и Bluetooth. Устройство не имело доступа к интернету и серверам газеты, чтобы исключить риск хакерского взлома. Каждую ночь, когда Макрам заканчивал работу, ноутбук и все документы запирали в сейф с остальными стенками толщиной 15 сантиметров. Эту паузу руководство Wirecard использовало в свою пользу. Еще в декабре, когда Макрам отправил в компанию официальный список вопросов для комментария, Wirecard получила подробности всех будущих обвинений. Используя их, Ян Марсалик и нанятые им структуры начали готовить контроперацию. Компания наняла израильского детектива Авирама Азари и индийскую хакерскую группу Beltrox. Они создали 28 тысяч фишинговых страниц, пытаясь взломать личные аккаунты Макрама, его коллег и их близких. Параллельно под окнами редакции в Лондоне группа наблюдателей использовала лазерные микрофоны, которые считывали вибрации оконных стекол и восстанавливали звук разговоров в кабинетах. Целью было найти любые доказательства контактов журналистов с трейдерами. Если реальных улик не находили, их планировали создать искусственно, чтобы впоследствии представить их и доказательства сговора. Они заранее начали распространять среди крупных инвесторов ложное утверждение о том, что Financial Times готовит сфабрикованную статью по заказу спекулянтов. 30 января 2019 года редакция газеты установила для Wirecard финальный срок для ответа на запрос – 13:00 по Лондону. К этому моменту акции компании уже начали падать. Как выяснилось позже, Ян Марсалик сам слил информацию о готовящейся статье трейдерам, чтобы спровоцировать колебания курса. Когда в 13:05 статья была опубликована, у Wirecard уже было готово оправдание. Они заявили, что падение акций началось до публикации, а значит, журналисты заранее сообщили о ней спекулянтам. Несмотря на это,
Факты и статьи вызвали панику. За следующие 2 дня акции Wirecard упали на 40%, а компания потеряла 8 миллиардов евро рыночной стоимости. 18 февраля 2019 года немецкий финансовый регулятор BaFin принял нестандартное решение. В Германии был введен полный запрет на шорт-продажи акций Wirecard. Официально этот шаг объяснили защитой целостности финансового рынка. И логика государства на самом деле была прямой. Wirecard — это, напоминаю, участник индекса DAX 30, и его обвал может спровоцировать системный кризис во всей стране. В документах регулятора было зафиксировано, что падение акций вызвано не внутренними проблемами компаний, а спекулятивными атаками из-за рубежа. Если высший надзорный орган страны идет на такие крайние меры, значит, компания действительно является жертвой. Если подумать, то действия Wirecard по слежке за журналистами и сбору данных о трейдерах в этой логике выглядели не как что-то из ряда вон, а как необходимая мера. Против них есть сговор, цель которого поживиться на обвале. Конечно, они будут защищаться. Что здесь такого? 21 февраля 2019 года операционный директор Wirecard в сопровождении адвоката явился в здание Мюнхенской прокуратуры. Марсалик поступал в роли ключевого свидетеля, готового помочь следствию. В качестве главного доказательства заговора Марсалик прямо во время встречи переслал прокурору письмо с запросом на 2 миллиона 250 тысяч фунтов. Официально в документе значилось спонсирование гоночной команды. Однако Марсалик утверждал, что это лишь прикрытие для шантажа. По его версии, посредник по имени Али, имеющий связи в Лондоне, вымогал эти деньги у Wirecard. Взамен Али обещал остановить выход разгромной статьи в агентстве Bloomberg и заставить прессу написать опровержение расследования Financial Times. Прокурор Боймлер Хёсель приняла эти данные как достоверные. Однако для мировой общественности требовались более наглядные доказательства коррупции в редакции Financial Times. Организацией этой работы занимался Рами Эль-Абейди, бывший руководитель ливийской разведки. Целью был выбран Ник Голд, известный в Лондоне трейдер и владелец кабаре-клубов Сохо. Он имел репутацию человека, который постоянно искал инсайдерскую информацию и любил демонстрировать свои связи в прессе. Частный детектив Грег Рейнер представился доверенным лицом азиатских инвесторов. Он пришел в офис Голда с предложением. Его клиенты готовы вложить 50 миллионов фунтов в перспективную идею. Чтобы убедить инвестора в своей значимости и получить доступ к капиталу, Голд начал хвастаться тем, что имеет прямой доступ к планам Financial Times. Под скрытую запись детектива он заявил, что лично главный редактор газеты Лайонел Барбер сообщает ему о времени выхода разоблачительных статей. Голд утверждал, что очередная публикация о мошенничестве Wirecard на 240 миллионов евро выйдет в ближайшие 2 дня и предлагал заработать на этом. Эта запись стала решающим инструментом для Wirecard. Во-первых, аудио было официально передано в правоохранительные органы Великобритании и Германии как доказательство инсайдерской торговли. Во-вторых, Марсалик отправил запись в немецкую деловую газету Handelsblatt. Издание опубликовало материал, утверждая, что информация Голда совпадает с вопросами, которые журналисты Financial Times ранее направляли в Wirecard для комментария. Вывод был один. Трейдеры заранее знали содержание статей и координировали свои действия с газетой. Тогда Financial Times наняла внешнюю юридическую фирму RPC для проведения аудита. Она обошлась изданию в 175 тысяч фунтов стерлингов. Прежде чем мы продолжим, подпишитесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы все читаем. Также у нас есть телеграм-канал, где мы делимся тем, что происходит у нас за кадром. И недавно мы завели Boosty, где вы уже можете посмотреть первое видео «Ответы на вопросы» бесплатно. А еще мы там будем делиться другими эксклюзивными материалами. Вы можете подписаться и поддерживать нас на регулярной основе. Это поможет в развитии канала. Ваши имена будут указаны в титрах выпуска. А теперь возвращаемся. С августа по октябрь 2019 года Дэн Макрам был фактически отстранен от работы над темой Wirecard. На допросах ему задавали прямые вопросы о том, получал ли он выгоду от падения акций компании. В то же время в социальных сетях аккаунты распространяли прозвище Дэнни Бой Макрем, утверждая, что журналист скоро окажется в тюрьме. Хайки Паульс, ведущий аналитик Коммерсбанк, выпустила официальный отчет для инвесторов. Заголовок документа состоял из 2 слов – «Fake News». Паульс утверждала, что расследование Financial Times не имеет под собой основания и является лишь попыткой манипуляции рынком. Она советовала клиентам игнорировать статьи и использовать падение курса для активной покупки акций Wirecard. В апреле 2019 года SoftBank объявил об инвестициях в Wirecard на сумму 900 миллионов евро. Это японский конгломерат, один из самых влиятельных игроков в мире венчурного капитала, известный своими вложениями в Uber и Alibaba. Эта новость окончательно деморализовала критиков. Структура такого масштаба не стала бы рисковать почти миллиардом евро без проведения глубочайшей проверки бизнеса. Профессиональные игроки на понижение, которые годами ставили на падение акций, столкнулись с проблемой. Оливер Коп, аналитик фонда Greenvale Capital из Лондона,
пытался доказать, что отчетность Wirecard в Бразилии и Турции не соответствует действительности. Он даже запустил анонимную компанию MCA Mathematic, в которой на языке цифр убеждал рынок в фиктивности азиатских доходов компании. Напоминаю, в отличие от обычного инвестора, чей убыток ограничен суммой вложения, убыток игрока на понижение при росте акций может быть бесконечным. С каждой новой позитивной новостью от Wirecard фонд терял миллионы евро. В итоге основатель Greenvale Брюс Эмери приказал Оливеру Кобу прекратить расследование и немедленно закрыть все позиции против Wirecard. Он заявил, что фирма больше не может позволить себе сжигать деньги инвесторов на борьбу с компанией, чью надежность подтвердили SoftBank и аудиторы Ernst & Young. И таких фондов и индивидуальных шорт-селлеров было несколько десятков. Но к осени 2019 года они зафиксировали убытки и вышли из игры. В апреле 2019 года Бафин подала уголовную жалобу против Дэна Макрама и Стефании Пальмы. Журналистов официально обвинили в рыночной манипуляции. Акции Wirecard, упавшие в начале года, мгновенно взлетели до 142 евро. Маркус Браун 8 октября 2019 года представил стратегию под названием Vision 2025. Согласно его прогнозам, к 2025 году Wirecard должна была обрабатывать транзакции на сумму 710 миллиардов евро. Браун обещал инвесторам пятикратный рост выручки и что Wirecard станет прибыльнее, чем Apple. Любые прошлые обвинения в прессе он называл днем сурка, бессмысленным повторением слухов, не имеющих отношения к реальности. Это был момент наивысшего триумфа. Государство, банки и рынок объединились вокруг Wirecard. Только вот была одна интересная деталь. SoftBank всего через несколько дней после громкого объявления о сделке перепродал свои облигации Credit Suisse. Он мгновенно вернул свои 900 миллионов евро и зафиксировал 60 миллионов чистой прибыли. Японцы не собирались рисковать своими деньгами, а значит, что эта сделка была нужна Wirecard, чтобы провернуть самую амбициозную махинацию. Wirecard фактически проедала около 400 миллионов евро наличных в год. Собственные доходы не покрывали расходы на содержание офисов, выплату налогов и зарплат. Чтобы поддерживать жизнеспособность, компания использовала кредитные линии от банковского консорциума на сумму около 2 миллиардов евро, но даже этих средств не хватало для покрытия всех нужд. В штаб-квартире в Мюнхене сотрудники годами физически выносили из офисного сейфа пачки банкнот. Суммы от 200 до 700 тысяч евро упаковывали в пакеты из супермаркетов. Всего таким образом из компании было вынесено более 100 миллионов евро наличными. Эти деньги использовались для неофициальных выплат, которые невозможно было провести через банковские счета под надзором аудиторов. Компании требовался инвестор с мировым именем, чье участие снимет подозрения в мошенничестве и поднимет стоимость акций. Целью стал японский конгломерат SoftBank. Для выхода на японцев Браун нанял посредника – Кристиана Ангермайера. Это влиятельный человек в финансовых кругах Германии, имевший прямой доступ к Акшаю Нахете, одному из руководителей инвестиционного подразделения SoftBank в Лондоне. Ангермайер организовал переговоры, итогом которых стала сделка на 900 миллионов евро. За свои услуги он получил от Wirecard 11 миллионов евро комиссии. Позже команда SoftBank добавила ему еще 2 миллиона в качестве бонуса за высокую прибыльность сделки. Несмотря на сумму почти в миллиард евро, проверка Wirecard была поверхностной. Когда менеджеры SoftBank приехали в Мюнхен для изучения документов, Ян Марсалик отказался передавать им файлы. Вместо этого он просто показал списки клиентов на экранах компьютеров в офисе. Позже выяснится, что эти данные были сфабрикованы. Отчеты реальных европейских заказчиков выдавали за деятельность азиатских партнеров. Чтобы окончательно снять вопросы, Wirecard предоставила SoftBank письменную гарантию, что компрометирующих документов о бизнесе в Азии не существует. По итогу произошел так называемый арбитраж доверия. SoftBank превратил свою репутацию в товар. По сути, корпорация просто сдала свое имя в аренду за 60 миллионов евро. Для внешнего мира SoftBank оставался стратегическим партнером немцев. Но правда в том, что финансово он больше не имел к ним никакого отношения. Вся ответственность легла на плечи рядовых вкладчиков Credit Suisse. На обычных людей, которые купили эти бумаги, просто поверив громкому имени в заголовке. Маркус Браун выглядел окончательным победителем. Критики раздавлены, государство на его стороне, акции взлетели до 142 евро, а в кассе лежат 900 миллионов евро от SoftBank. Это были реальные деньги, которые инвесторы считали ресурсом для глобального развития. Однако руководство начало выводить их из компании. Основным инструментом стала сингапурская фирма OCAP Management. В 2018 году Wirecard выдала этой компании кредит на сумму 100 миллионов евро. Формально OCAP была независимым партнером, но фактически ее контролировал Генри О'Салливан.
В материалах следствия он фигурирует как ближайшее доверенное лицо Яна Марсалика. Это тот самый человек, который организовал сделку с индийским бизнесом Hermes, где цена актива выросла в 10 раз за 1,5 месяца. Внутренняя проверка Wirecard Bank показала, что у АКАП нет ни технического опыта для такой работы, ни реальных клиентов. Несмотря на эти предупреждения, Маркус Браун отправил сотрудникам банка электронное письмо с прямым приказом провести платеж немедленно и без задержек. Оттуда деньги были перенаправлены лично Яну Марсалику, а в марте 2020 года Марсалик отправил 35 миллионов евро напрямую на личный банковский счет Маркуса Брауна. Эту операцию официально представили как возврат частного займа, который Марсалик якобы был должен своему руководителю. Оставался один вопрос. Зачем человеку, чей пакет акций стоил сотни миллионов, понадобилось красть у собственной компании 35 миллионов евро? Ответ кроется в финансовой операции, которую Маркус Браун провел в декабре 2017 года. На бумаге он был миллиардером, ему принадлежало 7% акций Wirecard, но эти деньги были заблокированы в самих акциях. Если бы Браун начал их продавать, чтобы получить наличные, рынок бы запаниковал, и цена бумаг резко упала. Чтобы получить живые деньги и не обрушить курс, Браун использовал схему залога. Он пришел в Deutsche Bank и взял так называемый маржинальный заем на 150 миллионов евро. Работает это так. Браун передал банку право распоряжаться своими акциями, если он не вернет долг. Для банка это выгодная сделка. Во-первых, он получает проценты по кредиту. Во-вторых, у него есть страховка. Если Браун перестанет платить, банк просто заберет его акции и продаст их на бирже, чтобы вернуть свои деньги. Получив 150 миллионов наличными, Браун не потратил эти деньги на себя. Он на всю сумму купил новые акции Wirecard. Зачем он это сделал? Когда генеральный директор публично покупает акции своей же компании на огромную сумму, для всего рынка это сигнал абсолютной уверенности. Раз Браун рискует личными миллионами, значит у Wirecard все в порядке. Этот жест позволил компании скрыть проблемы в отчетности и продолжить рост. Но в этой схеме было жесткое условие – margin call. Банк выдал 150 миллионов под залог акций, рассчитывая, что они стоят дорого. Но если цена акций Wirecard на бирже упадет ниже определенной черты, залог обесценится. В этом случае банк имеет право потребовать: твой залог больше не покрывает кредит. Либо ты завтра утром приносишь нам недостающую сумму наличными, либо мы немедленно продаем твои акции. Когда из-за публикаций в прессе акции Wirecard начали падать, эта ловушка захлопнулась. Deutsche Bank потребовал от Брауна наличные, чтобы покрыть разницу. А у Брауна этих денег не было. Весь его капитал состоял из падающих акций. Если бы банк начал принудительно продавать его пакет, это бы вызвало цепную реакцию и мгновенное банкротство и компании, и самого Брауна. Чтобы спасти свой кошелек, он организует фиктивный кредит через сингапурскую компанию ОКАП. 35 миллионов евро, украденные у акционеров, были нужны ему только для того, чтобы отдать их Deutsche Bank и остановить продажу своих акций. Брауну был жизненно необходим вечный рост котировок и поток фальшивых позитивных новостей. Чтобы поддерживать иллюзию успеха, компании требовалось все больше выдуманной прибыли. Чтобы скрывать отсутствие этой прибыли, Брауну требовалось все больше живых денег, которые он был вынужден красть у акционеров. Круг замкнулся и надулся. Любое расследование Дэна Макрома теперь воспринималось Брауном как личное нападение. Для него это был выбор без выбора. Либо он заставит мир верить в свою ложь, либо в течение суток он потеряет все и окажется в тюрьме. Именно этот страх гнал его вперед, к самой смелой сделке в истории немецких финансов. 2 августа 2019 года в мюнхенском ресторане Кофершанке Ян Марсалик встретился со своим пиар-советником, известным под псевдонимом Мистер Замт. Марсалик предложил, чтобы Wirecard поглотила Deutsche Bank, крупнейший финансовый конгломерат Германии. В тот момент на рынке сложилась интересная ситуация. До скандала 2019 года рыночная стоимость Wirecard достигла 24 миллиардов евро, в то время как капитализация Deutsche Bank до 18 миллиардов. Компания, чей реальный бизнес в Европе был убыточным, официально стоила дороже, чем главный банк страны со 150-летней историей. Основной расчет Брауна и Марсалика строился на масштабе. Активы Deutsche Bank составляли 1 триллион 400 миллиардов евро. Руководство Wirecard рассчитывало, что в таком гигантском балансе их собственная недостача в 1,9 миллиарда евро станет невидимой. Она превратилась бы в незначительную бухгалтерскую погрешность, которую никто бы не стал проверять. Более того, объединенная компания стала бы системно значимой для всей Европы.
Статус слишком большой, чтобы рухнуть, гарантировал бы, что государство спасет их при любых обстоятельствах, чтобы избежать коллапса экономики. В сентябре 2019 года Браун отправился во Франкфурт на встречу с руководством Deutsche Bank, генеральным директором Кристианом Зёвингом и главой наблюдательного совета Паулем Ахлейтнером. Браун предложил им проект трансформации традиционного финансового института в глобальную IT-платформу под названием Wirebank. Но банкиры увидели критический разрыв между реальностью и презентациями Брауна. Они сочли план бессмысленным и официально прекратили любые переговоры. Для Брауна и Марсалика этот отказ означал переход к тактике враждебного поглощения. Для этого Браун нанял консультантов из McKinsey. Им поручили разработать финансовое обоснование, по которому слияние принесло бы 6 миллиардов евро дополнительной прибыли. План заключался в том, чтобы использовать это обоснование для прямой работы с крупнейшими акционерами банка, суверенным фондом Катара и инвестиционной группой Cerberus. Браун хотел убедить их, что руководство банка некомпетентно, и предложил им обменять акции Deutsche Bank на растущие акции Wirecard. Для этого маневра Брауну требовалась цена акции Wirecard в 160 евро. При такой котировке рыночная стоимость Wirecard уверенно превышала бы 20 миллиардов евро, делая компанию официально дороже всего Deutsche Bank. Это позволяло бы Брауну диктовать условия акционерам и провести сделку как свершившийся факт. Браун был уверен, что затишье в прессе и поддержка SoftBank обеспечат этот рост. Однако в октябре 2019 года произошел новый масштабный слив информации, который сделал этот сценарий невозможным. Информаторы из офисов в Сингапуре и Дублине передали журналистам Financial Times архив объемом 500 гигабайт. Это была полная копия деятельности компании. Тысячи внутренних отчетов, контрактов, записей в календарях и дампы корпоративной почты. Сотрудники пошли на этот шаг из-за страха стать соучастниками. Юристы в Сингапуре прямо предупреждали коллег в мессенджерах, что за сокрытие фальсификации их ждет уголовная ответственность. В этом массиве данных Дэн Макрам обнаружил файл под названием Overview Third Party Acquirer. Документ представлял собой подробную бухгалтерскую таблицу. В ней был зафиксирован список 34 компаний-партнеров, которые официально обеспечивали 95% всей прибыли группы Wirecard. Изучение технических параметров этих файлов метаданных показало, что автором и отправителем документов был Кай Оливер Цицман, руководитель отдела корпоративного учета в главном офисе в Мюнхене. А это значит, что отчеты о прибыли создавались не в Азии, а рисовались в Германии. Сотрудники в Мюнхене тратили, по их собственным словам, массивные усилия на заполнение этих таблиц вручную. В одном из случаев руководитель отдела учета Стефан фон Эрфа переставил системную дату на своем компьютере на 2 года назад. Это позволило ему в 2020 году создать фальшивое подтверждение платежа на 50 миллионов евро, датированное декабрем 2018 года. Макрам начал сверку имен из файла с государственными реестрами разных стран. В отчетах Wirecard за 2017 год фигурировал российский интернет-аукцион молоток.ру. По документам этот клиент входил в группу, приносящую компании до 45% всей операционной прибыли. В реальности сайт был закрыт еще в 2015 году. Еще один источник дохода, онлайн-брокер банк The Binary, официально прекратил деятельность в марте 2017 года. Однако в бухгалтерии Wirecard платежи от него фиксировались до конца года. И таких случаев было несколько. Вдобавок к ним были компании, которые на самом деле не имели никакого отношения к Wirecard. Тысячи сайтов, которые создавали видимость транзакций, и еще несколько компаний, информация о которых была или искажена, или полностью отсутствовала. Чтобы увидеть, как выглядит центр прибыли в реальности, Макрам отправился в Дублин, в офис подразделения Wirecard UK and Ireland. Согласно внутренним отчетам, этот филиал в 2018 году должен был заработать 108 миллионов евро чистой прибыли. Но в здании Ulysses House Макрам обнаружил неопрятное помещение, где работали всего 2 человека. Макрам попытался расспросить финансового директора Ауна Уайта о том, как этот маленький офис обрабатывает сотни миллионов евро от дубайского партнера Al-Alam. Уайт отказался отвечать на вопросы о Дубае и потребовал, чтобы журналист немедленно покинул здание. Капитализация компании базировалась на несуществующих клиентах и пустых офисах. 1,9 миллиарда евро в Азии не были украдены. Их никогда не существовало. У Financial Times было достаточно доказательств, чтобы завершить расследование, но обычные статьи больше не работали. Любое разоблачение немедленно объявлялось компанией фейком, а немецкое государство отвечало на это новыми уголовными делами против репортеров. Тогда, 15 октября 2019 года, Financial Times, вместо того, чтобы просто пересказать содержание улик, выложили в открытый доступ весь zip-архив внутренних документов компании.
Любой инвестор или регулятор теперь мог лично прочитать переписку мюнхенских бухгалтеров, где те обсуждали, как вручную рисовать таблицы Excel для обмана аудиторов. За несколько часов котировки рухнули на 30%. Вечером 15 октября 2019 года, сразу после публикации архива Financial Times, Маркус Браун собрал экстренную телефонную конференцию. На линии были сотни людей. Институциональные инвесторы, аналитики крупнейших банков и преданные акционеры компании. Все они в этот момент имели доступ к ZIP-архиву и списку 34 компаний-клиентов. Браун, как всегда, перешел к тактике прямого отрицания. Он утверждал, что названия в таблицах, такие как «Молоток» или «Банк де Байнери», не являются именами реальных клиентов. Это якобы технические коды, за которыми скрываются сотни других мелких торговцев. Названия старых компаний сохранялись в системе просто для того, чтобы избежать усилий по технической корректировке отчетности. Для части аналитиков, которые годами строили свою карьеру на рекомендациях покупать акции Wirecard, этого хватило. Они предпочли поверить в сложность технической базы. Но для крупнейших игроков, таких как фонд TCI и фонд DECA, это стало точкой невозврата. Инвесторы увидели, что на конкретные факты о ликвидированных компаниях Браун отвечает абстрактными терминами о кластерах. Возник пробел между реальностью документов и тем, что говорит Браун. К концу дня стало ясно, личного авторитета SEO больше недостаточно, чтобы удержать компанию. Инвесторы потребовали немедленной независимой проверки. Первым выступил сэр Крис Хон, глава хедж-фонда TCI. Он опубликовал открытое письмо к наблюдательному совету Wirecard. Хон прямо назвал Маркуса Брауна препятствие на пути к правде и потребовал его немедленной отставки. Одновременно с этим давление начал оказывать SoftBank. Японский конгломерат уже перепродал свои облигации клиентам банка Credit Suisse и теперь опасался многомиллиардных исков за халатность. Чтобы защитить свою репутацию, менеджеры SoftBank потребовали от Wirecard провести независимый аудит, которому поверит мир. Они дали понять, без этой проверки компания лишится их поддержки. Внутри самой Wirecard ключевой фигурой стал Томас Эйхельман. Бывший финансовый директор немецкой фондовой биржи пришел в компанию летом 2019 года, чтобы возглавить комитет по аудиту. Эйхельман понимал, что если наблюдательный совет не начнет действовать сейчас, его члены могут быть привлечены к уголовной ответственности за соучастие. Через 5 дней, 20 октября 2019 года, он выставил ультиматум. До утра компания должна подписать контракт с новой аудиторской фирмой KPMG для проведения полной специальной проверки. Маркус Браун согласился на аудит, считая это своим очередным тактическим ходом. На внутреннем совещании он уверял коллег, что расследование будет поверхностным, так как он лично проконтролирует процесс. Для инвесторов это стало фактором для удержания акций, так как они верили, что такая авторитетная фирма либо подтвердит честность Wirecard, либо вскроет все проблемы. В конечном счете, надежды инвесторов на оправдательный вердикт поддерживали котировки вплоть до апреля 2020 года. После объявления о найме KPMG акции выросли на 6%. А теперь немного информации на подумать. Отчеты Wirecard за последние 10 лет были проверены и подписаны Ernst & Young, одной из 4 самых авторитетных аудиторских фирм планеты. Согласно логике системы, эти документы являлись истиной в последней инстанции. Подпись EY была гарантией того, что компания реальна. Но приглашение KPMG рушило эту логику. Сам факт найма второго аудитора стал публичным признанием. Подписи EY и надзор государственного регулятора BaFin больше ничего не стоит. Компания начала тратить миллионы на вторую проверку только потому, что рынок перестал верить старой. Если бы аудиторы из KPMG нашли мошенничество, это означало бы крах не одной компании, а всей элиты Германии. Это доказало бы, что лучшие аудиторы, государственные регуляторы, крупнейшие банкиры и высшие политики страны годами защищали пустую оболочку. Маркус Браун понимал этот риск лучше других, но именно на этом он строил свой расчет. Он ставил на кон не только свою карьеру, он поставил репутацию нации. Браун был уверен, проверка KPMG превратится в формальность, потому что последствия будут слишком страшными для всех участников. И вряд ли он бы на это рассчитывал, если бы само государство не было к этому причастно. В момент найма KPMG Wirecard уже находится под официальным расследованием государственного регулятора. Проверка началась в феврале 2019 года, сразу после первых публикаций Financial Times. Но эта проверка была организована согласно закону 2004 года о контроле за балансовой отчетностью, который создал уникальную для Европы систему надзора. Согласно этому закону, государство делегировало проверку частной организации под названием FREP.
Это была ассоциация, объединявшая представителей бизнеса и аудиторских компаний. Логика заключалась в том, что профессионалы из частного сектора лучше понимают нюансы учета, чем государственные чиновники. У ФРЭП было 3 особенности. Первое – это статус. ФРЭП не была государственным органом, у ее сотрудников не было права на обыски или изъятие документов. Вторая – метод работы. Проверка основывалась исключительно на добровольном сотрудничестве. Если компания отказывалась давать данные, инспекторы ничего не могли сделать. Третье – ресурсы. В 2019 году во всем штате ФРЭП числилось всего 15 специалистов на всю экономику Германии, а годовой бюджет составлял 6 миллионов евро. Для аудита Wirecard, гиганта из индекса DAX 30, организация выделила всего одного штатного инспектора. Против него Wirecard поставила кучу юристов. Только за 2019 год компания потратила на защиту 45 миллионов евро. Это в 7 раз больше, чем бюджет всего контролирующего органа страны. Wirecard формально соглашалась на все проверки, но фактически они просто завалили бедного инспектора 1000 документов и выиграли кучу времени. Проверка отчетности только за 2018 год длилась 15 месяцев. В 2016 году, во время первой крупной атаки на Wirecard от Затара, инспекторы ФРЭП уже вели проверку компании. Однако инспекторы ведомства прямо заявили руководству Wirecard, что они не хотят официально расследовать эти обвинения. Вместо этого они попросили саму компанию подготовить проект ответа и аргументы, объясняющие, почему претензии критиков не обоснованы. Опираясь на этот отчет, государственный регулятор BaFin начал уголовное преследование тех, кто пытался разоблачить мошенничество. Так вот, пока единственный инспектор организации ФРЭП 15 месяцев разбирал мусорные данные, возник вопрос: почему в процесс не вмешался мощный государственный регулятор BaFin? Wirecard – это ведь банк. Компания выдавала кредиты, выпускала карты и хранила деньги клиентов. Согласно логике, такую структуру нужно проверять по самым жестким стандартам банковского надзора. Но здесь вступила юридическая структура компании. Нужно понимать разницу между двумя частями этого гиганта. Существовал Wirecard Bank. Это была лицензированная финансовая организация, которая подчинялась всем правилам и проверкам BaFin. Но этот банк был лишь дочкой. Над ней стояла материнская компания – холдинг Wirecard AG. И именно здесь находился центр управления всеми операциями в Азии и ОАЭ. Руководство настойчиво доказывало государству: Wirecard AG – это не банк, это IT-компания, которая просто владеет банком как одним из своих активов. Почему это важно? Wirecard использовал правило 50%. По закону холдинг признается финансовым только в том случае, если более половины его доходов приносит банковская деятельность. Компания использовала данные своих азиатских партнеров. Огромные суммы вымышленной прибыли в сегменте технологий искусственно занижали долю реального банка в общих отчетах. К 2018 году Wirecard официально декларировала, что банковские операции составляют лишь 30% бизнеса, а остальные 70% – это продажа софта. Основываясь на этих цифрах, BaFin и Bundesbank приняли совместное решение. Они классифицировали холдинг Wirecard AG как технологическую компанию. Это решение создало слепую зону для государственного надзора. У BaFin были полномочия заходить с проверкой Wirecard Bank, но им было законодательно запрещено смотреть в книги материнской компании Wirecard AG. Интересная схема, не так ли? Дополнительно к этому в 2019 году компания наняла Карла Теодора Цу Гутенберга. Это бывший министр обороны и экономики, которого многие видели будущим канцлером Германии. Его задачей было добиться выхода Wirecard на китайский рынок и убедить Берлин в необходимости поддержки компании. Гутенберг через свои личные связи добился аудиенции для руководства Wirecard с советниками Ангелы Меркель. И уже в сентябре 2019 года, во время официального визита канцлера в Китай, Меркель лично озвучила вопрос о покупке китайской компании Elfscore Financial в интересах Wirecard. И все это происходило на фоне статей от Макрома и его команды. Когда канцлер Германии лично лоббирует интересы компании, для любого чиновника BaFin или прокурора она автоматически становится своей. Следствие установило, что Министерство финансов не находилось в информационном вакууме. В период с февраля 2019 по июнь 2020 года ведомство получило более 20 подробных отчетов о ситуации. В них было все. И подозрения в махинациях, и агрессивные действия BaFin по преследованию журналистов. Министерство знало о планируемых мерах еще до того, как они становились публичными. Более того, заместитель министра Йорк Кукис поддерживал прямой контакт с руководством компании. 5 ноября 2019 года, когда независимый аудит KPMG уже шел полным ходом,
Кукис лично приехал в штаб-квартиру Wirecard. Его встреча с Маркусом Брауном в день 50-летия SEO носила характер закрытых консультаций, содержание которых было засекречено. Несмотря на массу сигналов о нарушениях, министерство не инициировало ни одной проверки. Для министра финансов Олафа Шольца признание проблем Wirecard означало признание провала всего его ведомства. Впереди были федеральные выборы 2021 года, где Шольц выступал главным кандидатом в канцлеры. Если бы он что-то сделал, то разрушил бы имидж эффективного управленца в самый ответственный момент. В феврале 2019 года регулятор BaFin обосновал запрет на шорт-селлинг тем, что колебания акций Wirecard угрожают стабильности всего финансового рынка страны. Однако, согласно европейскому законодательству, для такого шага требовалось экспертное подтверждение того, что кризис действительно носит системный характер. Главный финансовый орган страны, Бундесбанк, официально проинформировал регулятор BaFin о своем несогласии с введением запрета на шорт-селлинг. Эксперты Центрального банка прямо заявили, что не видят никакой рыночной угрозы в падении акций Wirecard. С их точки зрения, это был локальный скандал одной компании, который не требовал государственного вмешательства. Однако BaFin не только проигнорировал Бундесбанк. Вместо того, чтобы добиться проверки Wirecard, ведомство Феликса Хуфельда официально приняло версию компании о заговоре и возбудило уголовное дело против авторов первого крупного расследования Затара – Фрейзера Перинга и Мэтью Эрла. Их обвинили в попытке дестабилизировать финансовый сектор страны. Помните, как в феврале 2019 года Ян Марсалик предъявил прокурору Хиндельгард запрос на 2 миллиона фунтов в качестве доказательства шантажа со стороны прессы? Прокурор заметил грубую ошибку. Документ был помечен маем 2018 года, хотя Марсалик выдавал его за свежую улику, полученную только что, в 2019. На прямой вопрос о несовпадении дат Марсалик ответил, что это странность, которую он еще не успел изучить. Прокуратура приняла это объяснение без дополнительной проверки и продолжила уголовное дело против журналистов. Компания имела государственную поддержку, и никто не хотел смотреть глубже. Плюс ко всему, сотрудники BaFin, еще раз напоминаю, регуляторного органа, который ввел запрет на шорт-селлинг и инициировал уголовные дела, начали массово вкладывать личные деньги в акции Wirecard. В официальных данных Министерства финансов написано: в 2019 и первой половине 2020 года практически каждый пятый сотрудник BaFin покупал или продавал эти акции. Торговля велась даже в тех отделах, которые имели прямой доступ к материалам расследования. 17 июня 2020 года сотрудник команды по надзору за рыночными злоупотреблениями экстренно продал свои ценные бумаги Wirecard. Это произошло всего за один день до того, как компания полетела в трубу. Человек, чьей обязанностью было пресекать использование инсайда на рынке, сам использовал секретную информацию, чтобы спасти свои накопления за несколько часов до катастрофы. Глава ведомства по надзору за аудитом Ральф Бозе позже признался, что лично торговал акциями Wirecard в то время, когда его сотрудники вели проверку деятельности фирмы EY по этому делу. В 2019 году в BaFin даже не существовало формального запрета на владение акциями компаний, за которыми ведомство осуществляло надзор. Руководство годами считало это личным делом персонала. В итоге политики боялись испортить имидж страны перед выборами, а регуляторы защищали свои собственные деньги. Но были ведь еще и аудиторы Ernst & Young. На протяжении 10 лет, с 2009 по 2018 год, партнеры EY ежегодно подписывали отчеты Wirecard. На любой вопрос о нехватке денег Маркус Браун отвечал: «Нас проверяет EY, и у них нет претензий». Однако в мае 2016 года внутренний сотрудник фирмы EY направил в штаб-квартиру в Штутгарте письмо. Он сообщил, что руководство Wirecard лично владеет долями в фондах-посредниках и фактически ворует деньги акционеров через индийские сделки. Более того, информатор сообщил о попытке подкупа аудитора EY в Индии, чтобы тот закрыл глаза на фальсификации. EY начала внутреннее расследование под названием Project Ring. Но вместо независимой проверки аудиторы позволили Яну Марсалику и его команде контролировать процесс. Менеджеры Wirecard месяцами не давали документы, заявляя, что они слишком заняты. В итоге руководство EY Germany выпустило внутреннюю записку о том, что обвинения беспочвены, и выдало компании очередной чистый отчет. В течение 3 лет, с 16 по 18 год, сотрудники EY нарушали базовые правила. Они не запрашивали подтверждение остатков на счетах напрямую у банков. Вместо того, чтобы позвонить в сингапурский банк OCBC, аудиторы принимали от Wirecard скриншоты и письма от сомнительных посредников, таких как Шанарджи Ратнам или филиппинский юрист Марк Толентино. В этих письмах были даже опечатки в названиях компаний, но EY принимала их за подлинные документы.
Партнеры фирмы, такие как Андреас Лётшер, принимали благодарности от Марсалика за организацию досуга и развлечения во время проверок в Азии, что окончательно размывало границы между контролером и объектом контроля. К 2019 году компания EY стала заложником собственных подписей. Признать мошенничество Wirecard теперь означало признать свою профессиональную смерть и нести ответственность за 10 лет ложных отчетов. Аудиторы попали в ту же ловушку, что и Маркус Браун. Им требовалось, чтобы ложь продолжалась как можно дольше. Но в октябре 2019 года, после расследований Financial Times, в компанию пришли аудиторы из KPMG. И Маркус Браун не учел несколько важных фактов. Да, он рассчитывал, что статус компании, связи с государством и все остальное просто не дадут никому разрушить ложь. Однако KPMG не были обязаны десятилетней дружбой с Брауном, не несли ответственности за прошлые отчеты и тем более за экономику Германии. И самое занимательное, аудиторы из EY – это их конкуренты, а значит, им было выгодно найти их ошибки. Наблюдательный совет Wirecard под руководством Томаса Эхельмана настоял на максимально широком аудировании. KPMG получила право проверять не только азиатских партнеров, но и сделку в Индии, а также все операции по выдаче авансов. Команду проверяющих возглавили Александр Гишонок и Свен Олаф Лейтс. В отличие от сотрудников EY, которые вели себя лояльно и принимали участие в развлекательных программах компании, Гишонок и Лейтс проявили себя как педанты. Они требовали документального подтверждения каждой операции, вплоть до счетов на покупку канцелярских принадлежностей. Браун пытался установить неформальный контакт, предложив Лейтсу пожить в своей лыжной хижине в Кюцбеле, чтобы обсудить детали бизнеса. Но аудиторы категорически отклонили это предложение. В первой же неделе KPMG потребовала оригиналы выписок по трастовым счетам в Азии, где якобы лежал 1 миллиард евро. Wirecard официально отказала, сославшись на банковскую тайну Филиппин и Сингапура, как они делали это и всегда. Когда аудиторы попросили прямой доступ к IT-системам и базам данных транзакций, Ян Марсалик заблокировал этот запрос. Вместо реальных данных Марсалик начал экстренно создавать подложную IT-инфраструктуру. Он поручил сотрудникам купить на eBay списанные серверы и вручную сфабриковать данные о 200 миллионах транзакций, чтобы имитировать бурную деятельность азиатского бизнеса. Руководство было уверено, что такой массив фальшивок невозможно проверить за несколько месяцев. Похожим способом они заваливали ФРЭП. KPMG не игнорировали все это, а просто фиксировали каждое препятствие. С марта по апрель 2020 года публикация отчета откладывалась трижды. KPMG зафиксировали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть существование миллиардов в Азии, потому что менеджмент Wirecard намеренно блокировал расследование. В тот же день акции Wirecard рухнули на 26%, стерев еще несколько миллиардов евро капитализации. Сэр Крис Хон, глава фонда TCI, больше не ждал объяснений. В мае 2020 года он подал в прокуратуру Мюнхена официальное уголовное заявление против руководства Wirecard, обвинив Маркуса Брауна в мошенничестве и манипулировании рынком. Банки-кредиторы, включая Коммерцбанк и ING, выставили ультиматум. Компания обязана предоставить окончательный, заверенный аудит от фирмы EY до 19 июня 2020 года. Если подписи не будет в срок, банки получат законное право немедленно отозвать кредиты на сумму в 2 миллиарда евро. В это время наблюдательный совет нанял Джеймса Фрайса, американского юриста и эксперта по борьбе с отмыванием денег, который до этого работал на немецкой фондовой бирже и был директором финансовой разведки США, где занимался наркокартелями. Фрайс должен был вступить на должность в июле, но его вызвали в штаб-квартиру немедленно, 18 июня. За одну ночь Фрайс сделал то, чего аудиторы EY не замечали 10 лет. Экономика Филиппин – это долларовая зона. Для международных расчетов там используют доллары США, а для внутренних – песо. Если европейская компания хочет хранить деньги в Маниле, она либо меняет их на доллары, либо на песо. И наличие там почти 2 миллиардов евро наличными, как это заявляли Wirecard, было физически невозможно. Никто в здравом уме не будет так делать. Это повлечет за собой невероятное количество проблем и вопросов. Фрайс пришел к выводу, что этих денег никогда не существовало. В эти же часы в Мюнхен пришли официальные ответы от филиппинских банков BPI и BDO. В письмах на имя аудиторов было написано «Спириус – подделка». Банки заявили, что Wirecard никогда не была их клиентом, а все предоставленные документы сфальсифицированы. 18 июня Маркус Браун записал свое последнее видеообращение в качестве главы компании. В нем он сказал, что Wirecard стала потерпевшей стороной, и они активно работают над поиском денег. Ян Марсалик заявил наблюдательному совету, что лично летит в Манилу,
чтобы найти пропавшие миллиарды и вернуть их в Германию. Вечером 19 июня 2020 года частный самолет Cessna Mustang с Марсаликом на борту взлетел с аэродрома под Веной. В иммиграционной системе Филиппин появилась официальная запись о том, что он приземлился в Маниле. Однако на самом деле самолет Марсалика никогда не покидал пределов Европы. Ян Марсалик заплатил пилотам 8 тысяч евро наличными и приказал сменить курс. Бизнес-джет приземлился в аэропорту Минска, в Беларуси. И тут настало время задать самый интересный вопрос. Кем же на самом деле был Ян Марсалик и чем на самом деле была Wirecard? Пока SEO Маркус Браун выстраивал образ технологического лидера, копируя Стива Джобса, его операционный директор занимался кое-чем другим. Центром основной деятельности Яна Марсалика была вилла Пи-61. Аренда обходилась в 680 тысяч евро в год. Согласно выводам Следственного комитета Бундестага, эти счета официально оплачивала компания Гумо. Позже аудиторы KPMG установили связь. Единственным акционером Гумо был маврикийский фонд EMIF 1A. Помните сделку с Hermes, о которой мы говорили? Компания, которая стоила 37 миллионов евро, а Wirecard купила ее у фонда EFIM 1A через неделю за 340. Так вот, согласно материалам уголовного дела, на деньги, выведенные через фонд EMIF 1A, Марсалик приобрел группу наемников. Оплата за сделку проводилась наличными, которые доставлялись из Мюнхена частным самолетом. Главной целью Марсалика было создание в Ливии частной армии численностью 15 тысяч человек. Официально этот проект называли гуманитарной миссией по стабилизации региона, но за этим прикрытием Марсалик закупал бронеавтомобили и приборы ночного видения. Для этих закупок использовалась та самая наличность, которую сотрудники компании годами выносили из сейфа штаб-квартиры в пакетах из супермаркетов. Всего таким способом было выведено более 100 миллионов евро. Летом 2018 года, во время ужина в Лондоне, он демонстрировал трейдерам секретный отчет организации по запрещению химического оружия по делу о веществе «Новичок». Марсалик очень хотел войти в мир большой политики и разведки. Он хотел показать, что обладает властью, которая выходит далеко за пределы банковского сектора. Вилла Пи-61 была местом, где Wirecard технически оплачивал игру Марсалика. Здесь обсуждались закупки оружия, велась работа со спецслужбами, принимались серьезные гости, вроде бывшего главы австрийской разведки Мартина Вайса и ливийского экс-шпиона Рами Эль-Абейди, который, кстати, и организовал запись Ника Голда. Также организовывалась контрабанда лекарств, подкуп австрийских чиновников и сливы личных данных агентов BKA. Это как ФБР, но в Германии. Но что-то в планах Марсалика пошло не так. Информация о том, что Ян Марсалик приземлился в Минске, стала достоянием общественности через несколько дней после его исчезновения. COO Jan Marsalek, but it seems there will be further questions for the business to answer. That is correct. Wirecard said themselves yesterday that they have about 2 billion euros in loans. И тогда больше никто не мог защищать версию о недоразумении или внешней атаке. Президент регулятора BaFin Феликс Хуфельд, который еще недавно преследовал журналистов, публично назвал ситуацию полной катастрофой и позором для Германии. Министерство финансов и ведомство канцлера начали экстренно дистанцироваться от компании. Все упоминания о Wirecard как о гордости исчезли из официальных документов в течение суток. Немецкая пресса, которая годами обвиняла Financial Times в предвзятости, переобулась. Газета Handelsblatt и аналитики банков, называвшие расследования фейковыми новостями, начали выпускать извинения и признавать, что они стали жертвами беспрецедентного ослепления. Для всех участников этой истории наступил момент окончательной ясности. Для кого-то неприятный, а для кого-то долгожданный. Стало очевидно, что Wirecard была не технологическим гигантом, а финансовым инструментом для реализации частных операций ее руководства. И чтобы все это спонсировать, у Марсалика было налажено производство документов, которые 10 лет обманывали аудиторов. Оно было сосредоточено в 2 офисах – в Сингапуре и в Дубае. В Сингапуре процессом руководил Эдо Курниаван. В его подчинении была группа из 6 сотрудниц бухгалтерии. Они скачивали из интернета логотипы реальных компаний и вручную вставляли их в текстовые файлы, имитируя многомиллионные контракты. Юристы, изучавшие эти документы в ходе расследования Project Tiger, называли их кустарными подделками. В Дубае Оливер Биллингхаус руководил подразделением Card System Middle East. Для имитации работы платежной платформы он использовал списанные серверы, купленные на eBay.
Биллингхаус признался в суде, что лично участвовал в фабрикации данных о 200 миллионах транзакций для обмана аудиторов KPMG и курировал систему подмены кодов транзакций. Эдо Курниаван исчез в феврале 2019 года сразу после выхода первой статьи Макрома. Через 10 дней в сингапурский офис пришла полиция. На него выдали ордер на арест и инициировали красное уведомление Интерпола. Курниаван до сих пор находится в международном розыске. Оливер Биллингхаус в июле 2020 года добровольно прилетел из Дубая в Мюнхен, хотя между Арабскими Эмиратами и Германией не существует договора об экстрадиции, и в целом он мог дальше жить на свободе. У него обнаружили скрытый фонд в Лихтенштейне, на счету которого находилось 4,5 миллиона евро. В суде он заявил, что эти деньги были тайным бонусом за лояльность, который одобрил Ян Марсалик и сам Маркус Браун. Маркус Браун заявил следствию, что стал жертвой заговора Марсалика и Биллингхауса, которые обворовали компанию за его спиной. 22 июня 2020 года, узнав о выдаче ордера на свой арест, Браун самостоятельно приехал из Вены в Мюнхен и сдался властям. Даже в здании прокуратуры он сохранял образ – костюм и неизменная черная водолазка. Браун верил, что отсутствие записи в его официальной почте сделает его вину недоказуемой. Но Биллингхаус предоставил следствию письма, в которых Браун лично требовал задним числом менять данные в квартальных отчетах, чтобы подогнать их под свои прогнозы для рынка. Также письмо руководству банка, где он в обход всех процедур контроля прямо приказывал: «Я инструктирую вас осуществить перевод 100 миллионов евро компании ОКАП без каких-либо задержек». Позже следствие доказало, 35 миллионов из этой суммы вернулись лично Брауну. Маркусу Брауну грозит до 15 лет лишения свободы. Разбирательства еще продолжаются, и с 2020 года он находится в предварительном заключении. Без учета фальшивых азиатских транзакций, реальные операции Wirecard принесли 740 миллионов евро убытков в период с 2015 по начало 2020 года. Инвесторы потеряли более 20 миллиардов евро. Компания EY, которая 10 лет подписывала пустые отчеты, получила административный штраф в 500 тысяч евро. И это был законный максимум. Феликс Хофельд в начале 2021 года ушел в отставку с поста президента Бафин. Элизабет Рюгеле, его заместитель, ушла в отставку одновременно с ним в рамках реформы регулятора. Штефан фон Эрфа, бывший глава отдела отчетности, признался в подделке документов. В частности, он признался, что с помощью личного компьютера сфабриковал подтверждение платежа на сумму 50 миллионов евро для обмана аудиторов KPMG. Александр фон Кноп, главный финансовый директор, обвиняется в одобрении сомнительных кредитов на сумму более 100 миллионов евро подставным фирмам. Генри О'Салливан, советник Wirecard в Азии и фактически контролер партнерских компаний. Суд Сингапура признал его виновным в пособничестве фальсификации документов для обмана аудиторов EY. По версии немецкого следствия, он был ключевым участником преступной банды и помог вывести из компании более 250 миллионов евро через сеть офшоров. Шан Раджаратнам, посредник и доверительный управляющий для азиатских активов Wirecard, был признан виновным по 13 пунктам обвинения в фальсификации документов. Признал, что подделывал письма, подтверждающие наличие сотен миллионов евро на счетах, которых на самом деле не существовало. Хуберт Барт, экс-глава EY Germany, покинул пост в 2021. А ПАС оштрафовал его лично на 300 тысяч евро за нарушение при аудите Wirecard. Хайке Паульс, аналитик Коммерцбанк, была уволена банком за чрезмерную лояльность Wirecard. Она называла разоблачения фейковыми новостями, но позже восстановилась через суд. Пав Гил после увольнения из Wirecard переехал в Бангкок. В 2024 году он запустил стартап Confide, помогающий компаниям внедрять анонимные каналы для осведомителей. Дэн Макром, автор статей Financial Times, получил множество престижных премий, включая награду Лондонского пресс-клуба и Overseas Press Club. Регулятор Бафин в итоге публично признал, что журналисты были правы, а надзорные органы – нет. Акции упали на 99% к концу 2020 года. 24 миллиарда евро испарились. Все, от аудиторов Большой Четверки до федеральных регуляторов, предпочли верить в удобную ложь, вместо того, чтобы проверить существование денег. 2 миллиарда евро не были украдены. Их никогда не существовало. Это была иллюзия, нарисованная в таблицах Excel.